Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в своем доме, иначе вы тем самым привлечете беды, проблемы, неприятности, также проблемы со здоровьем. Нужно ли вам такое счастье? Точно нет. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь этого не совершать в своем доме и в своей жизни. А прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «Победа», и тогда ваша жизнь наполнится невероятным успехом. Слово «Победа», друзья, это важное слово этого видео, которое поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. А мы с вами, друзья, начинаем. Очень многие люди живут обычной жизнью и не подозревают, что каждый день совершают множество неправильных поступков, не соблюдают правила, и в результате это все значительно ухудшает их жизнь. Они вроде пытаются что-то изменить, но результат из этого не получается. Они не могут сдвинуться с той точки, на которой они находятся. Так происходит из-за того, что они на протяжении каждого последующего дня продолжают совершать одни и те же неправильные действия и поступки. Если вы увидели, что в вашей жизни все идет не так, как вам хочется, что все, за что вы не возьметесь, вы не можете закончить с нужным для вас результатом, а положительная энергия обходит вас стороной, постоянно возникают какие-то непредвиденные ситуации, даже в тот момент, когда, казалось бы, вы все продумали. В семье происходят частые ссоры, постоянные денежные потери, ну а в доме вам даже тяжело находиться и хочется постоянно открыть окно для того, чтобы запустить свежий воздух. Присутствует чувство паники. Срочно, пожалуйста, пересмотрите свой образ жизни, начните придерживаться правил. И очень важным этапом является соблюдение народных примет, которые передались нам от наших предков, для того, чтобы помогать нам на протяжении жизни обходить различные неприятные ситуации, избегать беды и двигаться только дорогой, которую мы сами выбираем. Об основном из этих мы далее с вами поговорим, а также мы с вами проговорим о том, что не стоит делать, как исправить ситуацию и убрать негатив, который таким действием успели вы притянуть. Итак, очень важное правило, которым многие, к сожалению, забивают: никогда не оставляйте на кухню грязную посуду, особенно на ночь. Многие имеют привычку взять посуду грязную, сложить в раковину, мол, я устал или я устал и до утра отдохну, а там утром вот проснусь пораньше, помою и будет все хорошо. Вот это очень плохая привычка, и от нее нужно срочно избавляться. Почему? Дело в том, что вы знаете, что вода способна притягивать различные энергии, а грязная посуда притягивает негатив, оставляя ее в раковине, и вы с помощью воды притягиваете большое количество негатива в ваш дом, что в результате приводит к энергетическим нарушениям и сильным конфликтам между членами семьи, которые живут в таком доме. Часто начинает происходить недопонимание родителей и детей, и это невозможно исправить. Банальная лень вызывает множество проблем. Научитесь сразу после еды мыть за собой посуду. Даже если у вас было большое количество гостей и вы очень устали, уберите все. Перемойте, и вы увидите, что вы на утро даже с другим настроением будете просыпаться, чем было ранее. Для того, чтобы ликвидировать весь негатив, который ранее собрала ваша раковина, возьмите 3 щепоточки соли, но соль обязательно должна быть куплена именно в четверг. Киньте ее в раковину и проговорите такие слова: негатив прочь, уходи, я тебя прогоняю, с помощью соли убираю, больше энергетику жилья не повредишь и семье моей не навредишь. Это действие уберет негатив и нормализует энергетику в вашем доме. Также научитесь это делать всегда. Это очень важно, потому что именно кухня, именно умывальник, это также имеет очень важную энергетику для вашего дома. Помните, пожалуйста, об этом. Также запомните раз и навсегда, что нельзя убирать и мыть полы после того, как зашло солнце.
Дело в том, что такими действиями вы отталкиваете из дома денежную энергию, что в результате приведет к сильным денежным проблемам. А если вы не избавитесь от этой привычки, это в результате приведет вас к безденежью. Поэтому лучше, если не успели сделать до определенного времени, отложите на другой день. Но если вам очень сильно нужно сделать уборку после захода солнца, бывают всевозможные ситуации. В таком случае возьмите 8 монет любого номинала и цвета, бросьте их перед собой, и тогда скажите обязательно следующие слова. Денежную энергию из дома не выметаю, наоборот ее привлекаю и по дому распространяю. Когда проделаете уборку, монеты соберите, а на следующий день отдайте их нуждающемуся и про себя проговорите такие слова. Денежная энергия в большом количестве тебя ожидаю и принимаю. Проблем с деньгами благодаря тебе впредь не знаю. Это действие не только сохранит вашу денежную энергию, но и приумножит ее. Не стоит на столе на ночь оставлять пустую посуду. Это касается и чашек, тарелочек всевозможных. Почему? Потому что это, друзья, к денежным потерям. Также нельзя на столе оставлять и ножи, иначе это приведет к сильным конфликтам между парой утром или на следующий день. Если вы забыли убрать что-то из этого, утром первым делом зажгите свечу белого цвета, сделайте 3 круга обязательно против часовой стрелки, при этом трижды скажите такие слова. Ничего плохого не произойдет, все назад отмотаю, энергии негативные с помощью огня убираю, приятные события привлекаю и день с них начинаю. Проделав это, вы сразу поднесите забытый предмет под проточную водичку. Негатив будет нейтрализован, а в течение дня вас будут ожидать самые приятные события. По центру стола разместите емкость с медом, корзинку с фруктами. Это будет притягивать в ваш дом достаток и благополучие. Вообще научите себя и членов вашей семьи, чтобы у вас на столе всегда была корзинка или была тарелка. Это могут быть фрукты, это, друзья, могут быть конфеты с печеньем. Если вы замечали, когда-то у наших бабушек, у прабабушек, когда мы были маленькие, приходили к ним в гости, что мы, друзья, видели? Мы всегда видели тарелку с конфетами, и это было неспроста, потому что именно вот такая вот практика, это говорит о достатке, о благополучии, о привлечении тех благ, которые нужны в этот дом. Поэтому обращайте внимание, если ваши бабушки или прабабушки еще живы, и вот они делают какие-то определенные практики, делают какие-то ритуалы или говорят какие-то волшебные слова, которые вам, современному человеку, кажется это глупостью, не стоит так думать, потому что наши предки, они не имели интернета, они не имели тех технологий, которые мы сегодня с вами имеем, но та мудрость, которая передавалась из уст в уста, она имеет очень важное значение. И наша задача с вами – это не забыть, а передать дальше следующим поколениям. Далее, друзья, это стол, это также сакральное место в доме. И к нему нужно относиться с уважением и соблюдать все правила. Не стоит со стола стряхивать крошки рукой, это приведет к проблемам с деньгами. Также не стоит стучать по столу, это приведет к тому, что вас будет ожидать сильный обман, который разрушит то, что для вас действительно важно и нужно. Для уборки со стола у вас должна быть отдельная тряпочка, которой кроме стола вы больше ничего не будете убирать. Обращаем на это ваше внимание. Если вы совершили какое-то из этих действий, вам нужно сразу открыть окно, левой рукой по центру стола, касаясь поверхности, сделать 3 круга и при этом проговорить такие слова. Светлые энергии в дом привлекаю, по столу их распространяю, мне помогите, негатив уберите, от нежданных проблем уберегите. И это поможет обязательно вам все исправить. Также обращаем ваше внимание, что не стоит перед рыбалкой или походом в лес зашивать одежду, в которую вы собираетесь идти, так как поход или рыбалка, к сожалению, будут неудачными.
Возьмите за привычку готовить свою одежду заранее. Так у вас не будут возникать непредвиденные ситуации. Но если вдруг вам срочно нужно будет все-таки перед походом зашить свою одежду, то перед тем, как это делать, киньте ее на пол и трижды станьте на нее. При этом проговаривайте такие слова: одежду шью, неприятностей не пришью, поход удачно совершу, зачем иду, все осуществлю. Проговорив эти слова, вы можете шить и надевать одежду, и все обязательно пройдет удачно и благополучно для вас. Далее, друзья, зеркало. Зеркало – это сакральный предмет, и с ним нужно соблюдать все правила, так как оно способно впитывать в себя любые энергии, как положительные, так и отрицательные, а потом возвращать их еще в большем объеме. Основные из них – не смотритесь в грязное зеркало, это притянет к вам беды. Никогда и не ругайтесь перед зеркалом, не стоит плакать. Это увеличит потоки проблем, которые будут вас окружать. И не смотрите в зеркало вечером или ночью при выключенном свете, потому что это может разрушить ваше биополе. Если вы сделали что-то из этих действий, сразу трижды умойтесь и проговорите такие слова: весь негатив с помощью воды нейтрализую, энергетику свою сохраню, биополе укреплю и только светлыми энергиями себя окружу. Проговорив эти слова, подойдите и улыбнитесь себе в зеркало. Если зеркало было грязное, обязательно перед этим промойте его водой. А если вы смотрели в него ночью, то включите свет. Так вы будете притягивать во время того, когда будете смотреть в него, только нужные вам энергии, которые будут укреплять ваше биополе. Не стоит стричь ногти, посещать парикмахерскую или бриться после того, как зайдет солнце. Такими действиями вы не только отталкиваете от себя положительные энергии, но и притягиваете сильный разрушительный негатив, который в результате перекроет поступление каких-либо энергий в вашу жизнь, что приведет к неприятным жизненным изменениям. Но если вам необходимо сделать какое-то из этих действий, так как в другое время вы не можете подобрать, то перед тем, как совершать это действие, купите в магазине молотую корицу, насыпьте полную жменю в правую руку, подкиньте над вашей головой так высоко, как только у вас получится. И при этом обязательно скажите такие слова: купол защитный из корицы образую, положительные энергии в жизнь свою привлеку, всеми действиями, что совершу, вреда себе не причиню. И можете заниматься своими делами и не переживать, с вами ничего не произойдет. Не стоит также отдавать долги вечером или брать в долг. Это касается не только денег, но и всех тех вещей, которые вы одалживаете. Потому что такими действиями вы притянете в свой дом беды и безденежье. Такие действия вообще лучше делать в первой половине дня. Но если у вас безвыходная ситуация, и вы не можете перенести, обязательно на следующий день дайте купюру на благотворительность и при этом скажите такие слова: от того, что вчера совершила, откупаюсь, в проблемах не нуждаюсь, с деньгами не прощаюсь, все свое при себе оставляю и бед не знаю. Но данное действие не стоит проделывать часто, так как негатив от него очень сильный. Используйте этот совет только тогда, когда действительно будете нуждаться в этом. Также не давайте ничего через порог своей квартиры и из рук в руки. Такие действия разрушат ваше энергетическое поле. Но чтобы что-то дать, выходите за порог и закрывайте обязательно за собой дверь. Когда даете, кладите на поверхность, чтобы человек сам брал, или подкладывайте лист бумаги. Такими действиями вы себе не навредите. Не убирайте в доме, если вам или кому-то из ваших родных предстоит ехать в дорогу, так как дорога из-за таких, казалось бы, обыденных действий будет неудачной, и проблемы будут сопровождать вас на протяжении всего времени. Но если вам все-таки нужно убрать, проделайте такое действие. В воду, которой будете мыть пол, положите 5 лавровых листьев. Далее зажгите свечу любого цвета и 5 раз капните воду воском. Перед тем, как мыть, скажите обязательно такие слова: перед дорогой все вокруг себя очищаю, положительные энергии этим действием привлекаю. Их с собой в дорогу забираю и на протяжении всего пути удачи ожидаю. Если в дорогу отправляется близкий вам человек, тогда нужно проговорить следующие слова: дом очищаю, в удачную дорогу провожаю, положительные энергии будут сопровождать и удачу в каждый твой день, называя имя, привлекать и в делах твоих помогать.
Такие действия не только помогут не навредить, но и наполнят дорогу приятными моментами и счастливыми событиями. И вы знаете, обязательно в вашей жизни все пройдет идеально. Эти действия помогут вам не изменить свою жизнь в худшую сторону. Благодаря им вы будете знать, как сразу вы должны нейтрализовать негатив, чтобы не притянуть его к себе. Используйте, друзья, знания, которые передались нам от наших предков, и вы действительно сможете избежать различные серьезные проблемы и неприятности. Изучайте новые правила, придерживайтесь их, и вам в дальнейшем не придется переживать о том, что у вас могут возникнуть какие-либо проблемы. Вы будете знать, когда можно и когда не нужно совершать определенные действия, потому что помните о том, что незнание не освобождает нас с вами от ответственности. Это очень важно понимать, осознавать и знать. Друзья, мы надеемся, что эти знания обязательно вам помогут в жизни. Прямо сейчас обязательно ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите слово «Победа», тогда ваша жизнь обязательно наполнится невероятным успехом. Мы вам желаем, чтобы в вашей жизни было только благополучие, достаток и все мыслимые и немыслимые блага, которые вы желаете, которые вы хотите. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.